Приветствую всех на канале Артефактум. Тема сегодняшнего видео – Змей Горыныч в славянской мифологии. Тот самый всем известный по сказкам огнедышащий дракон с 3 головами, который вечно похищал царевин. Но не все так просто. Давайте копнем глубже и узнаем, кем на самом деле был Змей Горыныч для древних славян. Итак, поехали. Змей Горыныч – один из самых известных персонажей славянских сказок и русских былин. Кстати, в мировом эпосе подобный образ весьма распространен, мы встречаем его в разных культурах. Фольклорные персонажи, такие как змеи и драконы, появляются в европейском, африканском, американском эпосе, а первые упоминания о них встречаются еще у древних вавилонян и египтян. С незапамятных времен люди считали, что змеи обладают способностью перемещаться между миром людей и царством мертвых. В русском языке слова «земля» и «змея» являются родственными. В мифах славянских народов персонаж змей встречается под такими именами, как Змий, Змай, Змог или Смог. Откуда взялась приставка Горыныч? На этот счет существует несколько объяснений. Согласно одной из версий, данное прозвище персонаж получил благодаря его способности извергать из пасти огонь. Соответственно, оно происходит от слова «гореть». Другая гипотеза гласит, что Горыныч происходит от имени Горыня, что означает громадный, могучий, нерушимый, как гора. Данный символизм говорит нам об огромных размерах этого персонажа, его несокрушимости и мощи. Существует еще одно объяснение, а именно Горыныч – производная от слова «гора». Это предположение исходит из самого сюжета былины «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», где змей-супостат ворует мирных людей и уносит пленников в свое логово на горе Сорочинской. Таким образом, предполагалось, что змеи обитают в горных пещерах. Этот фольклорный персонаж считается воплощением опасных стихийных явлений, что несут разрушение и опасность для людей и природы. Приближение Змея Горыныча сопровождается шумом грома, сверкающими молниями и ливнями, воздух наполняется зловонным запахом серы. Огонь – его основное грозное оружие. Тело Горыныча покрыто прочной чешуей, которую не способно повредить ни одно оружие. Богатырские доспехи не способны устоять против его мощных когтей, которыми чудовище распарывает их, как обычный кусок ткани. Его кровь обжигает тело, а упав на землю, выжигает все живое дотла, да так, что это место на долгие годы становится непригодным для жизни ни людей, ни животных, ни растений. Еще одной особенностью монстра является способность отращивать утраченные конечности, вплоть до головы. Если находился смельчак, готовый бросить вызов Змею Горынычу, участь его была незавидной. Богатырю приходилось воочию лицезреть рогатые головы чудовища, его ядовитые клыки и пасть, извергающую языки пламени. Его тело дымится серой, и этот смог висит над змеем зловещим облаком. Обладая острым обонянием, он мог учуять запах приближающегося врага задолго до его появления. Согласно русским былинам, крылатое чудовище обитает в пещере на горе Сорочинской. Здесь он хранит свои сокровища, а также пленных девушек-красавиц, которых Горыныч воровал на Руси. В других источниках говорится о том, что чудовищный монстр охраняет Калинов мост у реки Смородины, являясь своеобразным стражем между миром мертвых и живых. Есть предположение, что наличие 3 голов у Змея Горыныча – не что иное, как отсылка к мифическому Церберу. Наш герой весьма плодовит. Многочисленное потомство Горыныча в виде змеенышей расселилось в очистом поле в огромном количестве. В роли основных противников крылатого дракона выступают русские богатыри, такие как Иван-Царевич, Иван Крестьянский сын, Добрыня Никитич и так далее. Змей Горыныч – один из центральных образов славянской мифологии. Данный персонаж стал своеобразным воплощением всех бед, которые обрушивались на Русь в виде кочевников-захватчиков, которые несли народу беды и разорения, уводя в плен русских женщин. Таким образом, это ужасное мифическое существо, несущее зло и беды в сказках и былинах, противопоставляется силам добра и света. Рассматривая образ Змея Горыныча, важно понимать, что данный персонаж появился еще в дохристианские времена. Таким образом, следует учитывать разницу восприятия символизма той эпохи и после введения христианства. Так, например, северные славяне почитали змея как некое божество, принося ему жертвоприношения. В то время в понимании южных славян
Этот образ ассоциировался с неким стихийным демоном. В христианском вероучении змей – символ грехопадения и даже одна из форм, олицетворяющая дьявола. Таким образом, становится абсолютно понятно, что Горыныч – воплощение абсолютного зла, а множество его голов символизирует то, насколько это зло многолико. Огнедышащий монстр постоянно вредил людям, уничтожая скот, сжигая посевы и деревни, порабощая мирное население. На захваченных им землях люди вынуждены были платить змею-узурпатору дань. Сорочинские горы, где устроил логово Змей Горыныч, находятся за границей Руси, означая тем самым, что все зло и беды русичей исходят от чужеземцев. Битва богатыря со змеем-супостатом, символизирующая бескомпромиссную борьбу добра со злом, олицетворяет собой противодействие русского народа ордам неприятеля. Смерть Горыныча символизирует победу добра над злом и неизменный триумф русского оружия над захватчиками. Надеюсь, вам было интересно это видео и вы открыли для себя что-то новое. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.